Всем привет! Небольшое предисловие перед тем, как я расскажу о 50 закрытых проектах Google. Разъяснение для тех, кто не понимает, почему у Google 50 закрытых проектов, а у Apple, например, таких факапов вообще практически нет. У Google политика работы в компании и открытая, там даже есть известные 30 минут, где каждый работник может в рабочее время посвящать какие-то 30 минут не основному проекту своей деятельности. И соответственно, этих проектов у компании может быть огромная куча, и потом несколько из них могут выстрелить. Либо компания делает какие-то вспомогательные проекты в поддержку основных продуктов. То есть тестирует функциональность, смотрит реакцию аудитории и если хорошо внедряет новые функции в свои основные продукты, например, почту либо поиск. В общем-то и в этом заключается ответ, почему у Google столько много закрытых проектов и ее отличие от Apple, которая стреляет точно с винтовки, рассчитывая каждый свой шаг. А Google же берет пулемет, шмаляет во все стороны и авось куда-нибудь да попадет. В общем-то на этом предисловие заканчивается, приятного просмотра. Google Answers. Сервис вопросов и ответов. Появился в 2002 году, закрылся в 2006. Почему закрыли? Из-за непопулярности. Dodgeball – социальная сеть для поиска локаций от будущих разработчиков Foursquare. Появился в 2005 году, закрыли в 2007. Заменили сервисом Google Latitude. Zeitgeist – коллекция популярных запросов за разные периоды – день, неделя, месяцы, а также классификация по разным темам и странам. Появился в 2001 году, закрыли в 2007. Закрылся, чтобы развивать Google Trends. Lively – виртуальный мир в вебе. Появился в 2008 году и закрылся в этом же. Как им вообще в голову пришло это открывать, посмотрите на это. Почему закрыли? Решили сосредоточиться на главных вертикалях – поиске, рекламе и приложениях. Page Creator – сервис для создания сайтов. Появился в 2008 году и закрылся в 2009. Перевели всех пользователей на похожий инструмент Google Sites. Web Accelerator – сервис для ускорения загрузки веб-страниц. Появился в 2005 году, закрылся в 2008. Почему закрыли? Официальная причина неизвестна. Возможно из-за багов и проблем с безопасностью хранения данных. Audio Ads – рекламный модуль для радиостанций, который работал только в США. Время жизни 2007-2009. Почему закрыли? Неизвестно. Ride Finder – геолокационный сервис для поездок, предшественник Uber. Появился в 2005 году, закрыли в 2009. Почему закрыли, также неизвестно, возможно из-за недостаточно развитых мобильных устройств в то время, а также низкой скорости мобильного интернета. SearchWiki – инструмент для создания аннотаций к результатам поиска. Появился в 2008 и закрыли в 2010. Заменили инструментом Google Stars – звездами для оценки сайтов. Book 411 – это телефонный справочный сервис для поиска номеров с функцией распознавания речи. Появился в 2008 году, закрыли в 2010. Почему закрыли, неизвестно, но поговаривают, что компания собрала достаточно образцов человеческой речи для исследований в сфере голосовых интерфейсов и обработки естественных языков. Gears – инструмент для браузеров, который позволял им работать с веб-приложениями в офлайн режиме. Появился в 2007 году, закрылся в 2010. Почему закрыли? Из-за ненадобности после появления HTML5. Buzz – социальная сеть. Время жизни 2010-2011 года. Заменили на Google+. Notebook – онлайн-сервис для создания и хранения заметок. Появился в 2006 году, закрыли в 2011. Почему закрыли, неизвестно, но компания объявила о весенней уборке и закрыла несколько сервисов, включая ноутбук. Все пользовательские заметки перевели в формат документов Google и сохранили на Google диске. Aardvark – поисковая система и сервис для вопросов и ответов, приобретенный за $50 миллионов. Как купили в 2008, так и закрыли в 2011. Почему закрыли, неизвестно, но сервис стал очередной жертвой весенней уборки. Google Dictionary – онлайн-словарь с определением слов для разных языков. Появился в 2010, закрыли в 2011. Почему закрыли? Перенесли функционал в Google Поиск и Google Переводчик. Google Labs – лаборатория для проверки самых безумных гипотез. Появился в 2006 году, а закрыли в 2011. Почему закрыли? Как ни странно, чтобы сфокусироваться на разработке новых продуктов. Google Desktop – компьютерная программа в виде виджета для сервисов Google. Появился в 2004 году, дожил до 2011. Почему закрыли? Из-за распространенности интернета и в офлайн программе больше не видели смысла. Google SiteWiki – инструмент для того, чтобы оставлять и просматривать комментарии о сайтах. Появился в 2009 году, закрыли в 2011. Проект закрыли в рамках очередной весенней чистки. Google Fast Flip – это новостной агрегатор. Время жизни 2009-2011 года. Почему закрыли? Неизвестно. Wave – сервис для совместного редактирования кода. Появился в 2010 году, закончился в 2012. Почему закрыли? Из-за отсутствия интереса у пользователей. Google Video – это видеохостинг и система поиска по видео. Появился в 2005 году, закрылся в 2012. Почему закрыли, точно неизвестно, возможно из-за непопулярности или из-за проблем с правообладателями. Однако компания перенесла все загруженные видео пользователей на YouTube и интегрировала сервис с поисковой строкой. Google Health – сервис хранения данных о здоровье. Появился в 2014
2008 году, закрыли в 2012 году. Почему закрыли? Из-за непопулярности, а также из-за того, что сервис опережал свое время. Google Null – сервис, который позволял любому пользователю писать статьи на определенный список тем, аналог Википедии. Время жизни 2008-2012. Закрыли из-за многочисленных конфликтов с общественностью, которые обвиняли Google в коммерциализации свободных данных и желанием убить Википедию. Пикник. Онлайн-фоторедактор. Время жизни 2010-2012 года. Заменили одноименным приложением для Google+. Jaiku. Сервис микроблогов. Время жизни 2007-2012 года. Закрыли для того, чтобы сфокусироваться на Google+. Urchin. Это аналитика веб-активности пользователей для сайтов. Появился в 2005 году, а закрыли в 2012. Заменили на Google Analytics. Code Search. Сервис, который позволял искать пользователям открытый исходный код в интернете. Появился в 2006 году, а закрыли в 2012. Причина закрытия неизвестна. Sparrow. Почтовый клиент для Mac. Время жизни 2011-2012 года. Закрыли для того, чтобы развивать Google Inbox. Google Reader – это RSS и Atom агрегатор. Появился в 2005 году, а закрыли в 2013. Закрылся из-за падения аудитории и желания сфокусироваться на основных продуктах. iGoogle – сервис для создания личных сайтов. Время жизни 2005-2013 года. Закрыли из-за эволюции мобильных и веб-приложений. Кроме того, концепция домашней страницы к 2013 году сама себя изжила. Google Checkout – платежный сервис. Появился в 2006 году, а закрыли в 2013. Перенесли продукт в Google Wallet. Google Latitude. Наследник Dodgeball, социальной сети для поиска локаций, которую мы упоминали в самом начале. Появился в 2007 году, а закрыли в 2013. Причины закрытия объединили с Google Maps. Building Maker. 3D-моделирование зданий и сооружений. Появился в 2009 году, а закрыли в 2013. Причина закрытия неизвестна. Orkut. Очередная попытка Google создать социальную сеть. Появился сервис в 2004 году, а закрылся в 2014. Сервис проиграл конкуренцию Facebook, YouTube, Blogger и даже Google+, и поэтому компания решила отправить его в отставку. Google Skimmer – сервис, где люди могут делиться и обсуждать места, которые они посетили. Время жизни сервиса 2011 год, 2014. Сервис перенесли в Google Maps и переименовали в «Ваши впечатления». Google Offers – сервис для поддержки малого бизнеса, где предприниматели могли размещать предложения со скидками и получать приток новых клиентов. Сервис появился в 2011 году и закрылся в 2014. Проект развивался и даже был интегрирован в другие сервисы Google, но внезапно был закрыт. Google Catalogs – приложение для покупок. Появился в 2011 году, а закрыли в 2015. Причина закрытия неизвестна. Google Helpouts – сервис для поиска специалиста. Появился в 2014, а закрылся в 2015. К сожалению, не смог привлечь достаточно пользователей. Google Moderator – сервис, где можно задавать вопросы, голосовать на них и получать ответы, то есть то, чем сейчас являются ответы Mail.ru. Время жизни 2008-2015 года. Почему закрыли? Не оправдал ожиданий Google. Google Glass – очки с поддержкой дополненной реальности и помощи от сервисов Google. Появился в 2013 году, притормозили в 2015. Вообще всеобщую версию закрыли из-за негативных отзывов и дороговизны, но проект развивается только для крупных коммерческих компаний. Picasa – фотосервис. Появился аж в 2002 году и продержался до 2016 года, но компания решила сфокусироваться на одном фотосервисе – Google Фото, и закрыла проект. Google Code – это сервис для разработчиков программного обеспечения. В первую очередь предназначен для продуктов, связанных с продуктами компании Google. Однако сайт также предоставлял сервис для сторонних разработок. Появился в 2006 году и продержался до 2016. Сосредоточились на проекте Google Developers. Panoramio – сервис позволял оставлять фотографии различных мест Земли и быстро находить их на сайте. Сервис появился в 2005 году, а закрылся в 2016. Закрыли из-за того, что перенесли его на Google Maps Viewer. Project Ara – один из самых амбициозных проектов Google по созданию модульного смартфона. Проект появился в 2014 году, однако закрылся уже в 2016. Почему закрыли, есть несколько версий. По данным Reuters, компания приняла это решение, чтобы оптимизировать производство аппаратного обеспечения. Однако издание Fortune предполагает, что Google не удалось решить технические проблемы. Google Talk – одна из первых попыток Google создать мессенджер. Появился в 2005 году, закрылся в 2017. Почему закрыли, неизвестно, однако пользователям предложили перейти в мессенджер Hangouts. Google Spaces – приложение для групповых дискуссий на разные темы. Проект появился в 2016 году и закрылся буквально через год в 2017. Закрыли в результате очередной весенней чистки для того, чтобы сфокусироваться на других продуктах. Goo.gl – сервис для сокращения ссылок. Появился в 2009 году, а закроют в 2019. Почему закрыли, неизвестно.
неизвестно. Однако сокращенные ссылки будут работать и после окончательного закрытия в 2019 году. И тут все маркетологи мира заплакали. Самый неоднозначный проект Google – это Google+. Очередная попытка создать социальную сеть и противостоять Facebook. Проект появился в 2011 году и закроют его в 2019. Почему закрыли? Из-за непопулярности и технических проблем. Inbox by Google – это почтовый сервис с экспериментальными функциями. Проект появился в 2014 году, а закроют в 2019. К сожалению, проект закрылся и перенес основные функции в Gmail. Ну и последнее – Google Allo. Очередная попытка Google сделать массовый мессенджер с привязкой к Google Ассистенту. Проект появился в 2016 году, а закроют уже в 2019. Почему закрыли? Как обычно, не оправдал ожиданий Google. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Надеюсь, что было интересно посмотреть на ретроспективу продуктов компании и, в общем-то, какие выводы можно сделать из всей этой истории с закрытыми проектами. Первое. Google зачастую опережает свое время, например, с сервисом Ride Finder, предшественником Uber. Сервис крутой, идея прикольная, но технологически проект бы никогда не смог стартовать с теми мобильными телефонами, которые существовали в то время. Ему бы дать 5 лет, и тогда бы он точно взорвал рынок. Ну и второе. Google из-за того, что она распространяется на такое большое количество проектов, просто не может сфокусироваться и грамотно сделать какой-либо продукт. Это касается всех мессенджеров. Почему столько много мессенджеров и так много провалов? Потому что всегда были какие-то недоработки, делали не на максимум. И соответственно из-за этого проигрывали конкурентам, например Google Plus и Facebook. Когда Google объявили о начале сервиса Google Plus, Марк Цукерберг, глава Facebook, сказал, что это война и они будут работать до потери пульса. Для того, чтобы защитить свой главный бизнес, он сказал, что работники будут работать день и ночь до того момента, пока Google Plus не потерпит фиаско. Это был воскресный день, команда Facebook работала в полную силу, и один из сотрудников решил проехаться на разведку, посмотреть, как там дела у Google Plus. И знаете, что он обнаружил? Ни одной машины на парковке, в то время как у Facebook офис был забит. Ну, в общем-то, такая политика компании. У Google есть несколько продуктов, которые приносят колоссальное количество прибыли, а все остальное это так, можно поиграться, вдруг что зайдет, что не зайдет. Спасибо, что досмотрели это видео, надеюсь, что было интересно. Ну а на этом все. Всем удачи, всем пока.